Февральская стужа безжалостно обжигала лицо Игоря Павловича, когда он вел свой серебристый БМВ по заснеженной трассе. 3 часа, проведенные в операционной, вытянули из него все силы, и теперь, возвращаясь домой в пригород Санкт-Петербурга, он ощущал лишь тяжесть нарастающей усталости. 20 лет работы нейрохирургом научили его возводить невидимую стену между собой и чужой болью, не подпускать эмоции к сердцу. Но сегодняшняя операция, во время которой он боролся за жизнь девочки, почти ровесницы его дочери Лизы, разрушила эту защиту и напомнила о собственном бессилии перед болезнью, поселившейся в его семье. Когда раздался телефонный звонок, голос матери, напряженный и взволнованный, сообщил, что состояние Лизы снова ухудшилось, температура поднялась до угрожающих значений, лекарства не помогали, а сама девочка едва ела и все время спрашивала, когда вернется папа. Игорь сжал руль сильнее, ощущая болезненную иронию. Он, один из лучших детских нейрохирургов страны, спасший множество детей, оказался бессилен перед странной, ускользающей от диагноза болезнью собственной дочери, затянувшейся уже на несколько месяцев. Все анализы указывали на воспаление, но причина оставалась неуловимой. Снег ложился все гуще, метель размывала дорогу, свет фар терялся в белом мареве. Игорь снизил скорость и включил дальний свет, стараясь различить дорогу в непроглядной снежной ночи. Вдруг на обочине он заметил фигуру, стоящую возле перевернутого ящика, прикрытого брезентом. Даже через стекло и порывы ветра было видно, как человек кутался в старую теплую куртку, тщетно защищаясь от пронизывающего холода. Что-то болезненно сжалось в груди Игоря, и воспоминания о деде, который когда-то стоял на обочине с лукошком ягод, нахлынули с неожиданной силой. Не раздумывая, он остановился и вышел на морозный воздух. На ящике под дрожащим светом фар стояли несколько банок густого варенья, в котором виднелись ягоды и листья. Лицо старика, покрытое глубокими морщинами, казалось вырезанным из дерева, но глаза его были удивительно ясными, пронзительными, и в них читалось странное спокойствие. Он говорил о своем варенье, приготовленном из боярышника с черноплодкой и лесными травами, уверяя, что оно помогает от всех болезней. Игорь вспомнил, как в детстве бабушка лечила его настоями боярышника и отварами из лесных ягод, и почти машинально достал деньги, хотя цена за маленькую баночку показалась ему непомерно высокой. Старик, глядя прямо в глаза, крепко сжал его руку и предупредил, что открывать банку нужно самому, своими руками, не испугавшись ни цвета, ни запаха, которые могут удивить того, кто не привык к настоящим лесным настоям. Вернувшись в машину, Игорь долго сидел в молчании, прежде чем вновь тронуться в путь, все еще ощущая странное, тревожное послевкусие этой встречи. Дома его встретил тяжелый, знакомый запах лекарств и травяных настоев, въевшийся в стены за последние месяцы. На кухне, при мягком свете лампы, он достал банку и, следуя наставлению старика, аккуратно открыл ее. Крышка поддалась с трудом, и в тот же момент по комнате разлился терпкий, насыщенный аромат с нотами лесных ягод и незнакомых трав. Когда свет в доме замигал, Игорю показалось, что варенье пульсирует в банке, словно живое, переливаясь густым бордовым оттенком. Однако уже через мгновение перед ним было лишь густое варенье с мелкими ягодами и вкраплениями трав. С утра он дал Лизе чайную ложку варенья, удивляясь, как безропотно и с любопытством она съела его, отметив лишь необычный вкус, в котором сочетались сладость, терпкость и едва заметная горчинка. К удивлению Игоря, девочка впервые за много недель съела весь завтрак с аппетитом. В течение следующего дня Лиза не только проявляла активность, но и просила книги, смеялась, а температура постепенно снижалась до почти нормальной. На 3-й день Лиза проснулась с румянцем на щеках и ясным блеском в глазах, стремясь встать с кровати и вернуться к своим любимым занятиям.
Игорь чувствовал, как вместе с дочерью возвращается надежда, и понимал, что варенье, каким бы странным оно ни было, сыграло свою роль в этом чудесном исцелении, хотя разум и врачебное образование подсказывали, что подобные выводы лишены научной основы. Исполненный потребности понять, он отправился вместе с Лизой на поиски старика. Найдя знакомое место у поворота, они заметили узкую тропинку, ведущую в лес, и, следуя по ней, вышли на небольшую поляну, где стоял резной деревянный домик, из трубы которого лениво поднимался дым. Внутри, в тепле и уюте, среди пучков сушеных трав и полок с настойками и банками варенья, их ждал старик, который словно знал, что они придут, и без удивления пригласил их войти. В тишине маленькой кухни, наполненной ароматом свежезаваренного чая, Игорь не мог отделаться от ощущения странного дежавю. Каждая деталь казалась знакомой, будто из воспоминаний о детстве, проведенном в деревне у бабушки. Его взгляд остановился на старой, потемневшей от времени фотографии, на которой он узнал молодую женщину с ребенком на руках и мужчину в военной форме, похожего на себя самого. Холодок пробежал по спине, когда он понял, что глаза на фотографии и глаза старика перед ним были одними и теми же, спокойными и всевидящими. Теперь он ясно видел. Старик оказался не просто случайным продавцом с обочины, а тем, кого он знал когда-то в детстве, своим дедом, которого он любил всей душой и который, как он был уверен, давно покинул этот мир. Мысли смешались, не находя логического объяснения тому, что происходило, но сердце подсказывало одно. Каким-то непостижимым образом дед вернулся именно тогда, когда его помощь была нужнее всего. Старик, заметив растерянность Игоря, лишь мягко кивнул, и в его взгляде читалась глубокая, безмолвная любовь, не знающая преград времени и смерти. На обратном пути, когда машина медленно катилась по извилистой заснеженной дороге, а за окном сгущались февральские сумерки, Игорь чувствовал, как в душе разливается умиротворение. Он больше не искал рационального объяснения тому, что произошло, ведь теперь знал, любовь, однажды посеянная в сердцах, не исчезает со смертью и не подчиняется законам, привычным человеку. Она остается рядом, в памяти, в теплом запахе лесного варенья, в заботе, передающейся через поколения, даже когда кажется, что все потеряно. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.